Привет всем, кто увлекается текстилем или просто любит красивые ткани. Сегодня я расскажу о муслине, самой тонкой ткани в истории человечества, которую когда-то называли тканью ветра и которая стоила дороже золота. Вы узнаете, почему муслин был таким уникальным, какие легенды ходили о нем, как его получали и почему современный муслин – это совсем другая история. Мы разберемся, как эта ткань повлияла на мировую моду, почему ее производство затем стало невозможным и как ее секреты связаны с рыбами самами и с пандемией пневмонии. Так что устраивайтесь поудобнее, впереди много интересного. И, кстати, не забывайте подписываться, у меня на канале много интересного текстиля. Те ткани, которые представлены на рынке сегодня, имеют очень мало общего с тем муслином, который был изобретен когда-то и стоил дороже золота. Посмотрите на фото. Слева оригинальный муслин, который мы, наверное, больше никогда не увидим, а справа современный муслин. Думаю, даже через экран монитора или телефона вам видна разница. Что ж, давайте разбираться. Муслин – это ткань из хлопка, полотняного переплетения, которое многие века применяется для одежды. В этом переплетении нити основы утка переплетаются через одну, и перекрытие нити располагается в шахматном порядке. Ткани полотняного переплетения обладают наиболее высокой прочностью по сравнению с другими за счет большого количества точек взаимодействия нити основы утка, что обеспечивает высокие силы сцепления между ними. Ткани полотняного переплетения двухлицевые, то есть лицо и изнанка одинаковы. Вообще-то полотняное переплетение самое простое и при этом самое распространенное. Им вырабатывают огромный ассортимент тканей из хлопка, льна, шерсти и других волокон. Названий у тканей полотняного переплетения масса. Меткаль, муслин, бязь, шифон, батист, маркизет, перкаль, фланель, ситец, тик, марля, шерстяное сукно, льняная парусина и так далее. Они отличаются друг от друга плотностью, толщиной применяемой пряжи и отделкой. Поэтому полотняное переплетение важное, но не главное определяющее муслина. Муслин – это не название переплетения, название конкретной ткани. В чем же фишка оригинального муслина? Дело в том, что это самая тонкая ткань, которую за все времена удавалось сделать человеку. Она была настолько тонкой, что становилась невидимой в траве, а чтобы сделать из нее одежду, приходилось складывать несколько слоев такой ткани. Иначе человек в одежде муслина просто казался голым. Как же возможно было в давние времена и без современного оборудования сделать такую ткань? В том-то и дело, что без оборудования делали такие ткани только вручную. Ну а главной фишкой муслина являлась необычайно тонкая пряжа, из которой он был сделан. Такую тонкую пряжу невозможно произвести сейчас ни одним из существующих способов прядения. Но обо всем по порядку. История муслина начинается более 1000 лет назад. Самый ранний образец тонкой хлопчатобумажной ткани типа муслина был найден в Египте в саване мумии около 2000 лет до нашей эры. Первое коммерческое упоминание об индийском хлопке встречается в произведении «Перипл Эритрейского моря», 63 год нашей эры. Тот самый муслин, конечно же, назывался тогда иначе, а как сегодня неизвестно. Он производился в Бенгалии, сейчас это территория, которая находится частично в Индии и Бангладеш. Так вот, сегодня самая тонкая хлопковая пряжа, которую можно получить с использованием передовых технологий, имеет линейную плотность 4 текс или 250 номер. Это очень тонкая пряжа, которая стоит очень дорого и выпускается их очень мало, всего несколькими прядельными фабриками в мире. Ее толщина соответствует примерно 4-5 человеческим волосам. Из нее делают тонкие ткани, которые используются самыми крутыми модными домами. Плотность самого легкого современного муслина составляет около 40 грамм на метр квадратный, а самой легкой шелковой ткани типа вуали 25 грамм на метр квадратный. Можно ли представить, что 1000 лет назад вручную производилась ткань в 4 раза тоньше? Тем не менее, это так. Мастера вручную могли сделать пряжу 2-3 текс. Это номер 330, 400 или 500. А некоторые мастера умудрялись сделать пряжу 1 текс и менее, то есть номер 1000. В сечении такой пряжи менее 10 хлопковых, почти невидимых волокон. И никаким современным способом произвести сегодня ее невозможно. Представьте, что квадратный метр такой ткани весил всего 10 грамм, но это была не марля, нити плотно прилегали друг к другу, ткань получалась очень мягкой, практически прозрачной и невесомой. Женское длинное платье таким образом весило чуть больше 25-30 грамм. Можно ли это себе представить? Но это правда, такие ткани действительно были. Чтобы прикрыть наготу, нужно было сшить одежду из нескольких слоев муслина. Одна из историй говорит о том, что падишах империи великих моголов
Аурангзеба однажды разгневался на свою дочь, принцессу Зебн-ун-Нису, поэтессу, сведущую в астрономии, математике и исламской теологии, за то, что она появилась в зале суда в прозрачном платье из муслина. Она же ответила, к удивлению своего отца, что ее платье состояло из 7 слоев муслина. Эти прекрасные одежды всегда вызывали много споров. Римские мужчины и женщины носили их, чтобы продемонстрировать красоту своих тел. Критики часто высмеивали их за ношение такой тонкой одежды на публике. Римлянин Гай Петроний Арбитр описал прозрачный муслин следующим образом. «Твоя невеста могла бы с таким же успехом облачиться в одежду из ветра, чем предстать перед публикой, обнаженной под облаками муслина». Как же возможно было в те далекие времена получить такую тонкую пряжу? Это было не просто сложно, а архисложно. Выбор хлопка был первой важной частью, так как из обычного хлопка невозможно было изготовить такую ткань. Для этого подходил только хлопок сорта Пхути Карпас, который рос по берегам самой широкой реки Бенгалии Медхна. Его выращивали жители окрестных деревень. Хлопок этот был очень капризным, и немногие решались его выращивать. Семена для посадки специально обрабатывали для проращивания. После отбора и высушивания на солнце их помещали в глиняный горшок, в котором хранилось топленое масло. Его герметично закрывали, затем подвешивали к потолку над кухонным огнем, чтобы он оставался умеренно теплым. После сбора хлопка нужно было очистить волокно от соринок. Чесальных машин тогда не существовало, поэтому мастерам пришлось поломать голову, как идеально прочесать и очистить волокно. Нужен был очень тонкий гребень, которых тогда не существовало, но бенгальцы нашли его в природе. В реках водился особый вид самов – буали, с очень странной челюстью, полной тонких и острых зубов. Они были идеальным гребнем для расчесывания и очистки хлопка. После того, как волокно было очищено, наступала самая сложная операция – получение супертонкой пряжи. Пальцами прядищик вытаскивал из массы хлопка несколько волокон и скручивал их в пряжу с помощью ручного веретена. Это невероятно сложная задача, к которой люди обучались всю жизнь, и знания передавались из поколения в поколение. И только самые талантливые могли научиться получать такую тонкую пряжу. Это называлось магия 3 пальцев, потому что 3 пальцами работник вытаскивал эти несколько волокон и подкручивал их, превращая в пряжу. Вся дальнейшая история муслина зависела от этой магии. Для прядения подходили только женщины с очень нежными пальцами, о которых они должны были регулярно заботиться. Их даже освобождали от домашних дел, чтобы сохранить кожу гиперчувствительной и защитить пальцы от порезов и мозолей. На это уходили месяцы. Девушки должны были иметь огромное терпение, чтобы вытягивать отдельные хлопковые волокна и чтобы их пряжа при этом не рвалась. Кроме того, для прядения подходила далеко не всякая погода. При сухом воздухе волокна электризовались и пряжа рвалась. Поэтому пряли зимой в сухую погоду ранним утром и поздним вечером. Старики и люди со слабым зрением не подходили, они просто не видели тонкие волокна хлопка. Женщины плыли на середину реки Мекхна, чтобы получить идеальную влажность. Они ставили в лодки миски с водой и подсвечивали себе лампами. Иногда эти девушки начинали петь, чтобы работа не казалась такой монотонной. Это создавало настолько божественную атмосферу, что иностранцы, впервые увидевшие это, решили, что пряжу придут феи и русалки. Когда много лет спустя англичане попробовали реализовать этот процесс у себя на родине, они открыто признали, что это невозможно. После получения пряжи работники расстилали нить на земле и измеряли ее руками или длинными палками. Затем длина делилась на вес. Самой лучшей считалась самая длинная, тонкая и прочная пряжа. Однако никаких измерительных приборов, конечно же, тогда не было, и оценку проводил просто самый опытный мастер, который по одному касанию определял качество пряжи и разделял ее в соответствии с ее характеристиками. После этого пряжу отправляли ткачам, которые делали свои невероятно тонкие ткани, разумеется, тоже на ручных ткацких станках. Это индийский ямный ножной ткацкий станок, который оставался относительно неизменным на протяжении примерно 4000 лет. Он был сделан из бамбука и веревок, ткач сидел, опустив ноги в вырытую яму, чтобы управлять ножными приводами. Сегодня нет станков, которые могут работать с такой тонкой пряжей. Требовалось до полугода неустанной работы по крайней мере 3 искусных ткачей, чтобы сделать 10 метров такого тонкого муслина. Этот срок мог меняться в зависимости от сложности узоров на ткани или от мастерства ткачей. Классические узоры джамдани, в основном это геометрические фигуры с цветами, получали вручную при ткачестве, как при плетении гобеленов.
Один ткач был самым опытным и следил за процессом, а два других выполняли все операции ткачества. Начинали же учебу мальчики с 10 лет. Готовая ткань отправлялась в специальную прачечную для суперделикатной стирки муслина. Оружием прачек служили раковины, щелочь, маленькие деревянные палочки, различные виды трав и фруктовый сок. И только после этого швеи брались за шитье невесомой одежды. Цена муслина была настолько высока, что кусок тонкого муслина был доступен не просто богачам, а только членам королевских семей. Иногда король мог наградить собственной одеждой из муслина особо отличившихся. Но при такой огромной ценности муслина ткачи не были богаты. Зарплата главного ткача составляла всего 1 дирхам, а на свой годовой заработок он мог купить в то время 60-70 мешков риса. Помощник ткача мог заработать только четверть от его заработка, а ученики вообще работали за еду. Муслин был строго классифицирован, а каждый тип ткани имел свою технологию, цену и был предназначен для разных сословий. Всего он имел 28 разновидностей. Например, мулмулхас, королевский, настолько тонкий, что платье проходило через кольцо. Могольские принцы летом любили носить одежду, сделанную из муслина чхуна. Это помогало им в невыносимую жару. В гаремах моголов женщины и танцовщицы шили платья с использованием чхуны. Им нравилось, как эта одежда делала их тела видимыми и привлекательными для короля. Муслин шабнам сравнивали с росой раннего утра за его легкость и гладкость. Говорили, что если оставить мокрый шабнам на траве, чтобы он высох, он становится невидимым. По одной из легенд, ткач вот так разложил муслин на траве для просушки, а его съела, не заметив, корова вместе с травой. Некоторые тонкие муслины получили поэтические названия, такие как бафт-хава, сотканный воздух, шабнам, вечерняя роса и аб-ираван, текущая вода. До XVI века муслин производили только для королевских семей. Расцветом стал XVI век, когда в 1526 году потомок Тамерлана падишах Бабур установил мусульманское правление моголов в Индии. Моголы правили всем континентом и всячески покровительствовали производству муслина. Под их влиянием он достиг вершины популярности в мире в середине XVII века. Бенгалия была основным регионом производства, а основными центрами были Санаргаон, который стал сейчас столицей Бангладеша Даккой, Шансипур и Муршидабад. Вскоре муслин, производимый в Санаргаоне, стал известен во всем мире как дакский муслин. В XVII и XVIII веках могольская Бенгалия стала ведущим экспортером муслина в мире, а Дакка – столицей торговли муслином. Набабы Бенгалии использовали муслин как инструмент для удовлетворения императоров моголов и отправляли муслин для гаремов моголов. Королева моголов Нурджахан влюбилась в эту ткань настолько, что сделала ее доступной для всех женщин гарема. А мужчины из династии моголов начали носить дизайнерские топы и плессированные юбки из муслина с вышивкой. В XVII веке торговцы из Персии, Ирака, Турции и Ближнего Востока начали прибывать в бенгальскую столицу Дакку и закупать муслин для экспорта. Они обменивали ткань на панцири черепах, рога носорогов и драгоценные камни. Многие знаменитые путешественники и торговцы восхищались муслином в своих записях, благодаря чему, несмотря на высокую цену, он быстро распространился по всем странам Востока, Китаю, Индонезии и Африки. Еще в 15 веке португальские купцы занимались торговлей муслином и экспортировали его в Европу. Британцы и голландцы также были впечатлены этим тонким хлопком и присоединились к торговле в начале 17 века. Сначала европейцы покупали муслин у арабских торговцев, откуда он получил свое название по иранскому городу Мосул, откуда его привозили. Позже они начали покупать ткань напрямую у бенгальских торговцев. Муслин считался настоящей роскошью и в Европе очень быстро завоевал сердца модниц, получив название дакка-муслин. В 1747 году стоимость муслина, хранившегося для королей или отправленного из Санаргаона за границу, составляла баснословную сумму 3,50 000 так. В Европе аристократы тогда находились под влиянием французской моды, а шелк был единственной тканью, которая считалась достойной богатых людей. Но сразу после появления муслина спрос на шелк снизился. Традиционно на Востоке муслин использовался для сари и джам, туникообразных предметов одежды, которые носили мужчины. Но во Франции и Великобритании они преобразили стиль аристократии, вытеснив сложные платья эпохи короля Георга. Огромные кринолины, которые едва могли протиснуться в дверь, вышли из моды, и в моду вошли изящные прямые платья-сорочки.
Они не только отличались пикантным прозрачным качеством, но и были похожи на то, что раньше считалось нижним бельем. И вот в 18-19 веке Европу и особенно Францию охватила муслиновая болезнь. Женщины всех возрастов, от юных девушек до зрелых дам, массово заболевали воспалением легких. Виной всему были, вы не поверите, муслиновые платья. Это была самая дорогая ткань той эпохи, с целой свитой преданных поклонников, среди которых были французская королева Мария Антуанетта, французская императрица Жозефина Бонапарт и писательница Джейн Остин, автор «Гордости и предубеждения». Муслиновая шаль, принадлежавшая Остин и вышитая ей вручную, до сих пор хранится в ее доме в Хэмпшире. Мария Антуанетта одевалась по последней французской моде, но во дворце предпочитала более простой стиль. Однажды в загородном поместье художница написала ее портрет, запечатлев королеву в простом и скандально тонком белом хлопковом платье. Картина Луизы Элизабет Виже де Брюн так и называлась «Мария Антуанетта в муслиновом платье». Одеяние было настолько простым, что некоторые предположили, что королева позировала в нижнем белье. Однако это было платье из тончайшего муслина. Общество разделилось. Часть считала эту одежду непристойной, но большинство женщин решили последовать примеру королевы и сменить свои изысканные шелка на легкие белые платья. Даже после казни Марии Антуанетты наследие белого муслинового платья продолжало жить, как сегодня маленькое черное платье Коко Шанель. Француженки надевали муслин на голое тело, так он подчеркивал их формы. Более практичные надевали телесно-розовое белье и уже поверх платья, чтобы был эффект одежды, надетой на голое тело. А чтобы еще лучше подчеркнуть изгибы своего тела, дамы перед выходом из дома слегка смачивали муслин водой, так он лучше облегал фигуру. При этом их не интересовало, какая на улице погода. Холодно, мокро, ветрено, лето, зима. Ради мужчин можно было и потерпеть. Итог оказался плачевным. В стране начался рост простудных заболеваний. А в 1803 году Париж накрыла страшнейшая за всю историю города эпидемия пневмонии. Тысячи случаев фиксировали доктора ежедневно. Чаще всего итог оказывался летальным. Почти все пациентки были женщинами. Скандал следовал за скандалом. Целый социальный класс был обвинен в появлении на публике голым. На одной из популярных сатирических гравюр группа женщин появляется вместе в длинных ярких муслиновых платьях, сквозь которые отчетливо видны их ягодицы, соски и лобковые волосы. Ниже следует описание: парижские дамы в зимнем платье 1800 года. А на этой картине преимущество ношения муслиновых платьев автор сатирически указывает на опасность платьев из муслина, их воспламеняемость. Так как электричества тогда не было, множество женщин в муслине погибли или получили страшные ожоги при возгорании платья от свечи или камина. Хлопок ведь горит как порох. В комнатах специально держали кувшины с водой и ножницы, чтобы быстро разрезать платье. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы женщины полностью отказались от такой опасной зависимости от тонкого мокрого платья. Мода докатилась и до Российской империи, вот так иронично описал ее Александр Герцен. Париж с бесчувствием хирурга столетия под пыткой русского мороза наряжает наших дам, как мраморных статуй, в газ и муслин, отчего барыни гибнут тысячами, как осенние мухи, а наблюдательный Париж по числу безвременных могил определяет количество первоклассных дур в России. Дакский муслин позже был представлен в Великобритании на большой выставке в 1851 году. Это событие было детищем принца Альберта, призванного продемонстрировать чудеса Британской империи своим подданным. Около 100 тысяч предметов из самых дальних уголков земного шара, из колоний, были собраны вместе в сверкающем стеклянном зале Хрустального дворца. В то время ярд дакского муслина стоил от 50 до 400 фунтов стерлингов, что сегодня составило бы от 7 до 56 тысяч фунтов стерлингов за метр. Это почти 8 миллионов рублей сегодня за метр ткани. Даже лучший шелк стоил тогда в 26 раз дешевле. В начале 20 века, когда братья Райт строили свои планеры, они выбрали легкий и прочный муслин для обивки крыльев самолетов. Для бенгальцев все было хорошо, пока туда не пришли британцы. К 1793 году Британия завоевала империю моголов, а менее чем через 100 лет регион оказался под контролем британского раджа. Вначале торговцы Ост-Индийской компании активно скупали муслин у местных ремесленников и экспортировали его в Британию.
В начале XIX века Ост-Индская компания ежегодно закупала муслина на сумму 150 тысяч фунтов стерлингов. По мере того, как росла европейская жажда роскошных тканей, появился стимул производить более дешевые версии муслина ближе к дому. Английские производители быстро сообразили, что на волне спроса на муслин можно хорошо заработать. В это время в Англии уже активно шла промышленная революция, повсеместно внедрялись механические станки, поэтому производство муслина быстро наладили. В графстве Ланкашир на северо-западе Англии текстильный барон Сэмюэл Олдноу объединил инсайдерские знания Британской империи с передовыми технологиями, чтобы снабжать лондонцев огромными объемами муслина. К 1784 году на него работало уже 1000 ткачей. Конечно, этот муслин не шел ни в какое сравнение с бенгальским, но он был гораздо дешевле. Ост-Индская компания впервые начала активно вмешиваться в деликатный процесс производства дакского муслина в конце XVIII века. Сначала они начали импортировать английский дешевый муслин в Индию и Бенгалию с минимальными пошлинами, но оказались не способны конкурировать с местным муслином. Тогда они обложили бенгальских ткачей непомерными налогами более 20%, заставив ткачей производить большие объемы ткани по низким ценам. Ткачи влезли в долги. Им платили авансом за ткань, на изготовление которой мог уйти целый год. Но если она не соответствовала английским стандартам, им приходилось выплачивать всю сумму. Они никогда не поспевали за выплатой долгов. С помощью разных тарифов, пошлин и налогов британские ткани наводнили не только европейские рынки, но и индийские дешевыми тканями, поставив на колени ручную хлопчатобумажную промышленность Бенгалии. Администрация компании в итоге решила полностью подавить местное производство муслина. Целые города, где традиционно работали ткачи, оставались без работы и средств к существованию. Не забывайте, что Индия – это кастовое общество, и ничем другим ткачи, утратив ремесло, не могли заниматься. Нищета и пронесшийся голод унес жизни миллионов ткачей. Лучшим ткачам отрубали большие пальцы рук, чтобы они не могли делать свой муслин, после чего многие бежали из Восточной Бенгалии. Когда война, налоги, нищета и голод сделали свое дело, часть оставшихся ткачей переключилась на изготовление тканей более низкого качества, а другие стали британскими фермерами на полную ставку. Во второй половине XVIII века качество тонкого муслина в Бенгалии прекратилось. Дакский муслин исчез со всех уголков планеты, и единственные сохранившиеся образцы остались в музеях и частных коллекциях. Иногда что-то всплывает на аукционах высокого класса, таких как Кристи и Боханс, и продается за 1000 фунтов. Вдоль берегов рек вымер хлопок Пхути Карпас, и с течением поколений знания о том, как делать муслин дака, были забыты. Такая вот грустная история муслина. Но надежда на возрождение есть. Еще Махатма Ганди сам начал прясть пряжу и ткать ткань для изготовления национальной одежды кхади, как способ продвижения самостоятельности и мирного сопротивления. Правительство Бангладеш в 2013 году запустило проект «Муслин», целью которого является возрождение производства муслиновой ткани. Поскольку в музее Бангладеш, только представьте, не было ни одного образца одежды из муслина, ученые отправились за образцами в Индию, Египет и Великобританию, где изучали одежду из муслина в музее Виктория Альберта в Лондоне, привезенную из Даки еще в эпоху великих моголов торговцами Ост-Индийской компании. Следующей задачей было найти хлопок Пхути Карпас, возможно исчезнувшее растение. В итоге в Королевском ботаническом саду они случайно нашли аккуратную брошюру высушенных и законсервированных листьев XIX века, благодаря чему удалось восстановить код ДНК. В итоге среди существующих сортов хлопка нашли растения со 100% совпадением кода и вырастили первый урожай хлопка. Но самой сложной задачей было найти людей, которые смогли бы получить такую тонкую пряжу и ткань. Ведь тот муслин не производился уже несколько поколений. После долгих поисков они нашли кандидатов в деревнях вокруг Даки, где небольшие мастерские до сих пор изготавливают сари из тонкого хлопка, производимого аналогично муслину. 6 лучших прядильщиков обучали 2 года, восстанавливая утраченную магию 3 пальцев. Им постоянно обрабатывали руки и запрещали делать другую работу, чтобы не поцарапать пальцы. Некоторые из 50 необходимых инструментов были полностью утрачены, и пришлось изобретать их заново. Через несколько лет случилось чудо. Им удалось получить пряжу 500 номера. Это 2 текс для получения супертонкого муслина. Одна из прядильщиц говорила: «Я не знаю, как я это сделала. Это требует предельной концентрации.
Если вы злитесь или волнуетесь, вы не сможете вручную спрятать такую тонкую пряжу. В 2013 году традиционное искусство ткачества джамдани было защищено ЮНЕСКО как форма нематериального культурного наследия. А в 2021 году команда произвела несколько сарий своего муслина, которые были выставлены по всему миру и проданы за $1000. В результате всей этой огромной работы правительство Бангладеш объявило об официальном возрождении высококачественного муслина из Даки в апреле 2022 года. Так что теоретически сегодня возможно купить тот самый супертонкий бангладешский муслин. Сегодня муслин является одним из наиболее широко используемых хлопковых тканей в мире. С ним работают такие модельеры, как Джон Гальяно и Вивиан Вествуд. Весенне-летняя коллекция Джона Гальяно 1986 года называлась «Падшие ангелы» и была посвящена революционной Франции XVIII века. В финале шоу Гальяно облил своих моделей водой, сделав их легкие сорочки полностью прозрачными, и напомнил зрителям о той самой муслиновой болезни. Ну а что представляет из себя муслин, который производился в СССР и сейчас представлен на рынке? Что правда из того, что пишут о нем, а что фейки? Об этом я расскажу в следующей передаче, поэтому оставайтесь со мной, не забывайте подписываться, а если вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет!